Всем привет! Добро пожаловать на канал X-Prime. Представляю вашему вниманию видеообзор по игре Modern Warships, как всегда в удобном и компактном для вас формате. Не забывайте оставить свою реакцию и мнение под видео. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Modern Warships представляет собой сессионный онлайн 3D-шутер в духе морских сражений. Игра получила релиз в этом году и уже имеет множество положительных отзывов от видеоблогеров и игроков. Средняя оценка в Play Market составляет 4,4 звезды и 4,3 звезды в App Store. От себя отмечу, что это достаточно высокий показатель для проекта, выпущенного русской командой разработчиков в составе 2 человек. Является ли Modern Warships лучшей в своем жанре и способна ли потягаться с аналогичными проектами, у меня окончательного ответа не будет, по той простой причине, что я от слова совсем не играл в другие игры подобного жанра. Это право я оставлю тебе, зрителю, обязательно пиши свое мнение в комментариях, ну а я в свою очередь постараюсь в данном видео разложить все по полочкам и осветить ключевые моменты. В игре присутствует около 50 судов разного водоизмещения, от раритетных линкоров середины прошлого века до передовых современных прототипов авианосцев и подводных лодок, в мельчайших подробностях перенесенных в игру с реально существующих аналогов. Есть совсем ультимативные версии, которые, наверное, появятся в далеком будущем. Каждое плавучее судно, представленное в игре, имеет свой запас прочности, характеризуется скоростью и маневренностью, радиолокационной разведкой и, конечно, возможностью установки вооружения и контрмер. Некоторые корабли имеют в своем распоряжении вертолеты для целеуказания и поражения, но в случае с авианосцами десятки самолетов, истребителей и бомбардировщиков для господства в воздухе. Вариативность выбора достаточно велика. Одни корабли отличаются высокой скоростью и маневренностью, другие – высокой живучестью. Третий имеет весьма внушительный арсенал, который позволит достать врага в любом измерении, будь то надводная, подводная или воздушная цель. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Арсенал поделен на категории ракет, торпед различных видов ПВО. Корабельных установок есть выбор авиации. Все это можно поменять при наличии соответствующих слотов. Есть система улучшения кораблей и вооружения, которая позволит выжать самый сок из возможностей вашего плавучего монстра. Помимо этого есть визуальная кастомизация в виде различных скинов и флагов. Почти все вооружение в игре можно получить без доната, за исключением легендарного либо геройского, которое достается только самым упорным игрокам, либо использующим сторонний софт для нагиба. Да, к сожалению, как и во многих других играх, данная проблема не прошла стороной Modern Warships. Лично я за пару десятков часов геймплея встретил лишь 2, которые были оперативно забанены разработчиками. Премиальные корабли приобретаются за золото, которое в принципе фармится на просмотрах рекламы и в боях. Да, немного ощущается элемент гринда, но опять же не критично. Игра разработана на Unity и предлагает современную постобработку графики, отражения и динамических источников света. Настройки позволят найти золотую середину между визуальными эффектами и производительностью вашего устройства. К сожалению, отменной оптимизацией игра похвастаться не может. Так, например, на моем устройстве с 12 гигабайтами оперативной памяти и Snapdragon 855 на борту, в особо интенсивных боях при наличии большого количества ракет и дыма FPS падал с 60 до 30 кадров в секунду при максимально выставленных параметрах графики.
Такой же результат примерно показывает эмулятор на топовом ПК с RTX 3080. Присутствует небольшое снижение разрешения изображения, которое слегка замыливает картинку, но это не критично, особенно для тех, у кого высокий DPI экрана устройства. Лично от себя отмечу, что хотелось бы чуть более высокого разрешения текстур и переработку эффектов пламени при стрельбе из пулеметных ПВО, а также анимации взрыва при попадании снарядов по кораблю. На данный момент в игре реализовано 4 вида локаций, которые отличаются между собой временем суток, погодными эффектами, а также плотностью складок рельефа и дрейфующих препятствий. Тропики с небольшими островами и огромным действующим вулканом на фоне теплых тонов уходящего солнца в закат. Почти точно так же выглядит каменистый залив, лишь с небольшим различием по расположению препятствий. Арктика более ярко выражена своими арочными ледниками и айсбергами, но больше всего мне нравится шторм. Именно на этой карте реализованы самые интересные механики, усиливающиеся временами волн и, внимание, пока единственными разрушаемыми нефтяными вышками. Уже сейчас разработчики готовят к релизу 5-ю локацию разрушенного города. К сожалению, в игре действительно пока очень мало игровых локаций, которые спустя месяц-два приедаются. Более печально обстоят дела с игровыми режимами, которые по сути всего один – командный бой в составе 2 команд по 5 игроков. Хотелось бы в будущем видеть такие режимы, как захват точек интереса или каждый сам за себя. На первых этапах игроку будет предложено пройти обучение, которое познакомит с общими механиками управления. Вплоть до 10 уровня аккаунта вам предстоит вести бои против ботов. Последние, в свою очередь, будут действовать в отношении вас в щадящем режиме. На 10 уровне вы попадете к настоящим живым игрокам. Тут, конечно, будет посложнее, но однозначно не скучно. Подбор команд разбит по уровню тира, их всего 3. На 15 уровне вы можете позволить себе купить вооружение 3-го тира, но на 20 уровне более изысканные средства аннигиляции. Сразу советую не торопиться в высокие лиги. Я вот, например, совсем недавно перешел на 3-й тир и при желании иногда пересаживаюсь обратно на мой любимый Пантелеев, дабы поностальгировать во 2-м тире. И да, это мой маленький совет от меня касательно выбора корабля для 2-го тира, как универсального средства поражения в любых условиях обстановки. Приобрел я его, кстати, за донат в пакете новичка и нисколько не жалею, но вы можете его купить за игровую валюту. Не стесняйтесь экспериментировать с выбором корабля, будь то подводная лодка или авианосец. Подводные лодки имеют более низкий коэффициент обнаружения под водой и поэтому могут действовать незамеченным противником продолжительное время. Ну а в случае с авианосцами вы можете взмыть небо и пилотировать различные виды истребителей и бомбардировщиков, нанося точечные удары в гибкое действие под складывающиеся условия обстановки. Именно авиация на острие удара будет первой врываться в тыл противника, предоставлять разведданные о местоположении противника. Хоть в игре и присутствует обучение, но представлено оно в минимальном виде. Лично для меня после обучения многие аспекты игры остались не совсем до конца понятны. Очень часто я наблюдаю, как новички не используют авиацию и плавают вслепую, пока враг разносит их с безопасной дистанции. Конечно, уже сейчас существует множество гайдов для новичков, но хотелось бы, чтобы внутри игры было больше информации и пошаговой отработки всех элементов геймплея, как на подлодках, так и на авианесущем крыле. Система подбора и распределения игроков по командам основана на личных результатах игрока и по уровню тира вооружения.
В основном система матчмейкинга старается сортировать игроков на сильных, средних и послабее, в равной степени сортируя по обеим командам. Примерно 2 боя из 5 действительно получаются интересными. Это когда говоришь вау и побежал хвастаться скринами в чатиках. Есть возможность добавить других игроков во френд-лист и играть отрядом до 5 человек, при этом используя внутреннюю голосовую связь. Такие отряды представляют наибольшую угрозу для рандомных игроков. Зачастую система матчмейкинга за минуту поиска не может подобрать адекватный по силе состав, и рандом разносится в пух и прах. Поэтому лично я думаю, что лучше играть в отрядах по 2-3 человека. Бои там получаются в меру напряженные и интересные. Тем самым игроки в отрядах не будут скучать от бессилия рандома, а также будет больше шансов встретить другой отряд в бою. В игре также есть еженедельные турниры, но лично я не имею желания в них участвовать, потому что это подразумевает игру 24/7. Столько времени у меня, к сожалению, нет. Вообще, я редко делаю акцент на аудио и звуковое сопровождение, но в этой игре стоит обратить ваше внимание, только потому, что разработчики серьезно подошли к этому вопросу. Акустические эффекты запуска ракет на фоне комментирующего радиотапок просто затягивают в атмосферу происходящего. Особенно это чувствуется, когда играешь в наушниках. Опять же, вы всегда можете заглушить музыку и играть под свои любимые бодрые треки. Отдельно хочу сказать про обратную связь и поддержку. Несмотря на малочисленный состав команды, на текущий момент уже 5 человек занимается игрой, я не могу не отметить постоянный контакт с разработчиками. Если у меня возникала проблема, пусть не сразу, но в течение суток, Сергей всегда находил время ответить и решить проблему. Нередко я вижу, как разработчик сам отвечает на комментарии в сообществе, сам задает вопросы и даже, так сказать, ведет полуофициальный дневник разработки, держит руку на пульсе проекта и всего игрового сообщества в целом. Именно открытая позиция ко всем игрокам не отталкивает, а дает понимание дальнейшего развития проекта. В целом в игровом сообществе уже сложился остальной костяк из ветеранов, которые адекватно отвечают на вопросы и дают советы новичкам. Есть несколько ведущих кланов, несмотря на пока отсутствующие механики в игре. Есть фанатские сообщества и адекватные отзывы. Пришло время подвести итог. Modern Warships – это красивая игра с реалистичной физикой, качественным звуковым сопровождением. Есть большой выбор кораблей, вооружения, различных способов ведения боя. Активное живое сообщество, постоянная связь с разработчиками, частые обновления, хотфиксы и постоянные новости о разработке. Из минусов – это небольшое количество игровых локаций, режимов игры, просадки FPS при активных боях, редкие встречи с читерами и слабо проработанная система обучения. В целом игра оставляет положительные впечатления, но разработчикам не стоит расслабляться. Как минимум держать изначально заданные обороты в развитии проекта. Больше внимания уделять новым механикам, игровым локациям и режимам. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Не забывайте про подписку на канал, реакцию пальчиками. Спасибо за просмотр. Еще увидимся.